Words you need для еле справляющихся. Хотя, кстати, если вы дошли до этого 8-го урока, скорее всего, ваш уровень уже не просто еле справляющихся, а более или менее справляющихся. И к концу курса уровень уже будет нормально справляющийся, если вы повторяете все слова, все предложения, если вы используете голосовым вводом текста, чтобы работать над произношением. Если вы все это делаете, то вы скоро будете не просто еле справляющимися. Так что, поехали. Первое сегодняшнее слово это будет ведро, но не просто ведро, а именно мусорное ведро. Простое ведро это обычно a bucket. Fill the bucket with water. Но здесь у нас мусорное ведро. Put the rubbish in the bin. Слово bin. Bin. Попробуйте держать н. Н это самый длинный звук в этом слове. Bin. Bin. И не закрывайте рот. Bin. Bin. Вот так. Bin. Следующий. Кость не сломана. Как будет кость? Кость это the bone is not broken. Здесь важно, вот в bone есть много в. Bone. Bone. Потому что мы произносим в перед звонким н. Когда мы говорим broken, тоже есть звук в. Bro. Но мы сокращаем его перед глухим к. Broken. И получается bone, много в. Broken. Сокращенный в. Bone is not broken. The bone is not broken. Дальше. Эта рыба очень костлявая. Я ненавижу костлявую рыбу. Я просто не могу есть. Мне так страшно, что вот попадется кость. Но как будет по-английски костлявая рыба? Это bony fish. This fish is very bony. Не забудьте про звук в. Хотя вот, да, буквы W нет, но звук в есть. Bony. Дальше. Этот шум меня не беспокоит. The noise doesn't bother me. Не беспокоит. Doesn't bother me. Извините, что побеспокоил вас. Sorry for bothering you. Sorry for bothering you. А вот интересно, что здесь будет, если я напишу bothered about. Bothered about. Collocates. Nouns. Сейчас посмотрим, что получится. Bothered about. Ну, как вы видите, мы не так часто используем это выражение. Давайте попробуем тогда bothered by. Так как мало было bothered about. Bothered by. Bothered by, ну, больше. I'm not bothered by the fact that... Ну, мне вот этот факт не беспокоит. I'm not bothered by the lack of money. Отсутствие денег меня не беспокоит. I'm not bothered by this idea. Эта идея меня не беспокоит. Так что вот слово bothered часто значит беспокоит. Дальше. Нажимайте эту кнопку только в случае пожара. Кнопка. Only press this button in case of fire. Button. Button. Не забудьте вот что контакт между губами должен быть не очень сильный. Не надо прямо вот сжимать губы. Button. Попробуйте делать, чтобы ваш б был достаточно мягким. Button. Не button, а button.
button. Пуговица это тоже button. I have lost a button from my shirt. Я потерял пуговицу от своей рубашки. Пуговица. Button. Button. Не забудьте, что вот ц надо произносить с придыханием. Button. Button. Дальше важное слово. Для нас это была выгодная сделка. It was a good deal for us. Иногда люди считают, что слово deal это дело. Наверное, потому что, в чем-то они выглядят похоже. Но deal это не дело. Дело, дела, лучше сказать things to do. У меня много дел. I've got a lot of things to do. Много дел, things to do. Но deal, слово deal, это именно сделка. И мы используем вот этот deal, когда есть какой-то конфликт, но мы придем уже к договоренности. Вот. Сделка, есть же конфликт, я хочу вот это платить, он хочет это, мы вот торгуемся, и потом сделка. Договорились. A deal. А человек, который торгует, можно сказать, в этом случае тоже deals. Она торгует бриллиантами. She deals diamonds. А здесь у нас она art dealer. She is an art dealer. Я, кстати, не знал, что на русском можно сказать dealer. Dealer. Потому что что? Потому что постоянно делает эти сделки с людьми. Раз она dealer, значит, она делает эти сделки постоянно. Вот что-то торгует. Dealer. Dealer. Дальше. Я разберусь с мышами. I'll deal with the mice. Так что deal. Есть торговать, но есть еще deal with, а deal with это разобраться с чем-то. Но это deal with почти всегда именно когда я сделаю или сделал. Мы обычно не используем это в настоящее время. Я это делаю, я разбираюсь. Обычно не используем deal, а именно разберусь, I'll deal, или разобрался, I dealt, мы используем. Так что I'll deal with the mice. И в этом контексте я разобрался с зассорившейся трубой. I dealt with the blocked pipe. Потому что deal это неправильный глагол. Deal, dealt, dealt. Часто, если есть какая-то проблема, я говорю, не переживай. I'll deal with it. I'll deal with it. Я разберусь. I'll deal with it. Дальше. Фильм был довольно интересным. Довольно. The film was fairly interesting. Мне интересно, какие еще часто употребляем существительные с этим fairly. Fairly. The test was fairly easy. The meal was fairly good. I'm fairly certain that he's lying. Я не совсем уверен, но 90% уверен. I'm fairly certain that he's lying. It's a fairly common mistake. Это ошибка, которую достаточно часто люди совершают. Fairly common. This car is fairly new. Довольно новый. Так что попробуйте использовать это слово, полезное слово. Fairly.
И не забудьте, что fairly это двойной гласный. Fairly. Дальше, надеюсь, это правда для вас. Мой английский улучшается. Что происходит? My English is improving. Так же, как в bony, у нас был звук в, который мы не видели. Здесь тоже есть. Improving. А этот в реально произносится перед звонким в. Improving. Improving. Не просто improve. Improve. Не надо быстро говорить. Можно медленно произносить прямо каждый звук. Improving. И существительное improvement. I can see a big improvement in your English. Improving, improvement. Next. Если смешать красный и синий, получится фиолетовый. Смешать. If you mix red and blue, you get purple. Mix. Здесь у нас супер короткий гласный перед глухим кс. Mix. И поэтому мы часто тянем м. Mix. If you эластичный м. If you mix red and blue, you get purple. А смесь. Морская вода – это смесь воды и соли. Seawater is a mixture of water and salt. Mixture. Не забудьте, что T-U-R-E произносится ч. Mixture. Получается как-то так. Mixture of water and salt. Mixture. Следующий. Вчера был обычный день. Обычный. Yesterday was an ordinary day. Ordinary. Что еще может быть? Ordinary. We are ordinary people. I want to meet ordinary citizens. Обычные граждане. It's important for ordinary Americans. I just want an ordinary life. Ordinary. Обычный. А вот интересно, конечно, обычный есть еще слово usual, но usual people, usual Americans, usual life, это не очень звучит в этом случае. А давайте посмотрим, какие слова можно использовать после usual. Usual, вот, есть the usual suspect, это вот, это выражение есть такое, the usual suspects, это, которые обычно это делают. Но дальше, вот, the usual way, это наш обычный маршрут, the usual place, это вот место, где мы обычно встречаемся. Я бы сказал, что это больше как привычно. Usual way, это вот как мы привыкли ходить. Usual place, там, где мы привыкли встречаться. Usual time, время, когда мы привыкли. Так что usual это больше для привычек, а ordinary это для обычных людей, обычные, вещи. Вот usual это скорее
связано с процессами, с действиями, а ordinary это для людьми, живыми существами, вещами и так далее. Дальше. У моего сына проблемы с речью. My son has problems with his speech. Speech. Супер короткий и. Между двумя глухими согласными. Speech. Speech. Мы не внедряем полный голос. Speech. Speech. Вот вы слышите, как вот этот и. Я только даю, не знаю, 30% голоса, может 20% выходить. Speech. Problems with his speech. Кстати, логопед на английском будет a speech therapist. Мой друг логопед, my friend, is a speech therapist. Speech. И еще речь, это может быть, когда вот человек стоит перед аудиторией. He gave an excellent speech. Это тоже речь. Speech. Speech. Это уже 10 слов, значит, пора ставить паузу, повторять все эти слова, прочитать все эти предложения, стараться сделать так, чтобы ваше устройство понимало вас, когда вы включаете голосовой ввод текста, и потом смотреть дальше. Идем дальше. Мы заработали почти 1000 фунтов стерлингов. We have earned almost 1,000 pounds. Почти. Almost. А вот интересно, я не произношу звук Л в этом слове. Я говорю, в принципе, almost. Almost. А вот следующее слово. Вчера была ужасная погода. Здесь у нас the weather was awful yesterday. И получается almost awful. Первый звук в этих словах не отличается у меня. Almost awful. И еще, кстати, order. Тот же самый звук. Almost awful order. Almost awful order. Almost awful order. Вот все эти звуки начинаются на звук O. O. Almost awful order. А если вот мы говорим awful, что часто говорим после awful? Oh yeah. The awful truth. Вот ужасная правда. I had an awful day. Ужасный день. I've got an awful feeling. Ужасное чувство или предчувствие. It's an awful place. Awful. Дальше. Ясно, что мы должны делать. Это очень важное слово. Ясно. It is clear what we have to do. Clear. 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 It is clear what we have to do. Небо совершенно чистое. The sky is completely clear. Значит, что значит clear? Clear значит нету ничего, которое, не знаю, загрязняет, которое мешает. It's clear. The sky is clear. Если it's clear, все ясно, ничего не может ввести в заблуждение. Еще есть глагол to clear. Небо прояснилось. The sky cleared. 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 И если мы хотим, чтобы человек говорил яснее или более четко, можно сказать
Speak more clearly. А вот здесь интересно вот произношение. Когда мы говорим clear, у нас вот дальше нету слогов в слове. Clear. И поэтому мы говорим clear. Но когда мы говорим clearly, у нас есть еще один слог, и мы говорим clearly. Мы делаем двойной «э». Clearly. Clear, clear, clearly, clearly. Clear, clearly, clear, clearly. Мы тоже используем это слово, когда мы говорим «уберите все со стола». Clear the table. Уберите все. И когда мы говорим про снег, они расчищают дорогу от снега, они убирают снег с дороги. They are clearing snow from the road. Скорее всего, можно сказать, что clear это про отсутствие препятствия. Никаких препятствий. Ну, снег это может быть препятствие. They're clearing it away. The road is clear. Значит, нету препятствия. It's clear. The sky is clear. Нету облаков. Облака это тоже как препятствие для света солнечного. Так что clear, отсутствие препятствий. Clearly. Все понятно, когда человек говорит четко. Clearly. Вот. Дальше. У меня хорошие отношения с моими родителями. I have a good relationship with my parents. Отношения, a relationship. Они в отношениях. They are in a relationship. Relationship. Но интересно, вот международные отношения мы говорим international relations. И мне кажется, это потому, что relationship это обычно между людьми, а relations это между странами, между юридическими лицами и так далее. Поэтому PR, кстати, PR, ну, в больших компаниях всегда есть отдел PR, это Public Relations, для отношений с публикой. Public Relations, потому что это не вот личные отношения с человеком, а что-то более неличное, так скажем так. Дальше. Между этими событиями нет никакой связи. There is no relation between these events. They are unrelated. Вот корень этих слов это глагол to relate. А вот relate это про связи. Поэтому вот relationships, relations это все про связи между людьми. Или между вот событиями. Relation. Дальше. Я всегда сижу именно на этом месте. Это мое место. I always sit in this seat. A seat. It's my seat. Seat. Дальше. Этот нож очень острый. Острый нож. This knife is very sharp. Двойной звук. Sharp. Sharp. Что еще бывает sharp? Мы часто говорим there is a sharp contrast between these places. Sharp contrast. Наверное, острый контраст на русском. Sharp knife. Sharp edges. Не знаю, the table has sharp edges. Острые краи. I felt a sharp pain. Острая боль. Тоже острая вроде. И мы тоже говорим there was a sharp decline.
There was a sharp drop. Если что-то редко падает. Например, это может быть про экономику. ВВП, GDP. There was a sharp decline. Во время пандемии вот экономика вот резко упала. A sharp decline. A sharp drop. Дальше. Я не мог разобрать, что она говорит. Я пытался, но... I couldn't tell what she was saying. Так что вот этот tell, все знают, что tell это вот He told me his name. Он сказал мне. Или He told a story. Это он вот рассказал историю. Но есть еще дополнительное значение это tell, когда мы пытаемся что-то вот понять своими чувствами, но мы не можем. Очень часто мы говорим I can't tell the difference. Я не могу вот понять, я не могу чувствовать разницу. Например, я пью, не знаю, дорогое вино и дешевое вино. Ну, мне все равно. Я не чувствую разницу. I can't tell the difference. А здесь я вот слушаю, но не могу понять. I can't tell what she's saying. I can't tell. Дальше. Британская империя была построена на торговле. Торговля. The British Empire was built on trade. Слово на р мы произносим tr. Trade. Was built on trade. А торговать это to trade. Наша компания торгует акциями. Our company trades stocks. Our company trades stocks. Trades. My brother is a trader. Если это его работа торговать именно акции. Следующее. В этих горах живут дикие лошади. Они дикие. Wild horses live in these mountains. Wild. Здесь у нас есть звук «й» перед «л». Получается wild. Wild. Можно еще тянуть этот «л». Wild. Wild horses live in these mountains. Wild. Что еще можно с wild? The film was set in the Wild West. Это всегда так называли Западную Америку. Когда, Восточная Америка была более или менее цивилизованная, а вот Западная, это еще было вот дикие места. The Wild West. Мы часто говорим про wild animals. There are wild animals in the forest. Дикие животные. Или It was a wild ride. Типа вот приключение это было. A wild ride. Wild, дикие. А есть вот слово «мне», это слово нравится, потому что мне такие места нравятся. Мне нравится проводить время в дикой природе. Есть слово wilderness. I like spending time in the wilderness. А здесь у нас не wild через «е», а просто will. Wilderness. The wilderness. Можно вот тянуть и «л» тянуть, но ни в коем случае не растягивается. Wilderness. In the wilderness. А вот это слово, важное слово, вот это и очень сложно произносить. Эта картина стоит более $2 миллионов. This painting is worth more than $2 million. А вот интересно, чем отличается слова to cost и выражение to be worth.
Мы используем to cost, когда вот есть цена. Если cost, значит он в магазине, он продается. А когда мы используем выражение it's worth, мы говорим про стоимость, но вещь не продается. Поэтому вот it's worth. Я не хочу продать свой дом, но я знаю стоимость своего дома. Я не могу говорить про how much it costs, потому что я не продаю. А cost это только когда что-то продается. А вот my house is worth £100,000. Но я его не продаю. My wife's ring is worth £500. Но она не продает. Так что вот этот is worth это про стоимость вещи, которые не продаются. Мы тоже используем be worth, когда мы говорим про какие-то действия, когда мы вот считаем, что стоит это делать. Когда вы будете в Париже, обязательно посетите Лувр. Прямо вот стоит посетить. It is worth visiting the Louvre when you visit Paris. It's worth doing it. И вот быстро произношение. Не забудьте, что когда мы произносим w, язык вот убирается и двигается вперед и наверх. Worth. И, кстати, намного легче произносить th в конце, если у вас будет вот это положение губ. Губы уточкой. Worth. Worth. It's worth visiting. Что еще бывает? Worth. Мы часто говорим. It's worth noting. Стоит заметить. It's worth mentioning. Это тоже стоит заметить. It's worth considering. Стоит рассматривать этот вариант. It's worth fighting for. Вот прямо стоит бороться за этим. It's worth remembering. Стоит запомнить. It's worth trying. Стоит попробовать. Но, кстати, мы очень часто говорим it's worth a try. Вот это выражение очень часто употребляется. It's worth a try. Почему бы не пробовать? It's worth a try. Стоит попробовать. It's worth a try. И все, мы уже прошли 10 слов, так что вы можете ставить паузу, повторять эти слова, произносить все эти предложения несколько раз и только потом идти дальше. И если вы хотите все это делать в удобной форме, вот все это можно делать на моем сайте hopkinsenglish.com. Но вот доступ к заданиям платный. И идем дальше. Третья часть урока. Я ухаживал за своей пожилой матерью в течение 6 лет. Ухаживать за кем-то. I cared for my elderly mother for 6 years. So, care is забота. I cared for her. Я предоставил заботу, ухаживал за нее. I cared for her. Care for people. Но это не единственное значение слова care. Есть еще care about something. I don't care about football. Ой, русские буквы. I don't care about football. Это футбол мне вообще не интересует. Мне вот все равно, безразлично. I don't care about it. I don't care what he thinks. Мне все равно, что он думает. I don't care. Так что care for это про заботу, уход, а care about это про отношения. Неинтересно. Все равно. I don't care about it. И есть еще выражение мне было все равно. I couldn't care less. Кстати, в этом случае это может быть мне все равно.
Обычно это так. Мне абсолютно все равно. Лучше так переводить. Мне абсолютно все равно. I couldn't care less. Honestly, I couldn't care less. I just don't care. Абсолютно все равно. I don't care. Никого не волнует правда? Nobody cares about the truth. Так что care, это вот во всех этих случаях, это вот есть идея вот брать что-то в голову. Если I care about it, то я волную об этом, я это, можно сказать, беру в голову. А если I don't care, я не беру в голову, мне не интересно. Nobody cares about the truth. Никто не интересуется, правда. Никто не хочет ничего знать. Никто не хочет брать в голову. Care about. Здесь у нас есть она очень заботливая мать. She is a very caring mother. Это вот значение care for, про уход, забота. А здесь он беззаботен. Это вроде ему повезло, потому что he is carefree. Если человек carefree, значит, может ничего не брать в голову. Он свободный человек. He's carefree. И это хорошо. Кстати, be careful. Это мы говорим, это вот будьте осторожны, будьте внимательны. Почему? Вот берите все в голову. Вот be careful. Be careful. Надо обо всем думать. He's careless. Это значит, ничего не берет в голову, не думает про то, что происходит. Просто делает. He's careless. И ломает все. Неаккуратный, невнимательный. И от слова careless у нас есть слово carelessness. Несчастный случай произошел в результате неосторожности. The accident was the result of carelessness. Carelessness. Так что care есть про заботу, про уход, и care есть про голову. Что мы берем в голову, что мы не берем. Дальше. Следующее слово. Их слишком много, чтобы сосчитать. Считать. There are too many to count. Сосчитать? Count. Не, это не считается. Не считается. Мы говорим that doesn't count. Не считается. That doesn't count. И, кстати, вот это важные грамматические термины. Uncountable. Неисчисляемое. Countable. Исчисляемое. Например, есть некоторые слова, которые исчисляемые на русском и не на английском. Например, совет. Вот советы на русском это исчисляемое слово. It's countable in Russian. Но на английском advice. Advice is uncountable. Это неисчисляемое слово. Так что count, countable. Дальше. Я не могу вернуть свои долги. Слово долг. Долги. I can't repay my debts. Здесь есть буква B, но здесь B будет... мы не произносим. Это silent letter. Непроизносимая буква. Debts. И надо улыбаться. И произносить короткий перед глухим ц. Debts. Debts. I can't repay my debts. Debts. Дальше. Босс уволил меня, потому что я оскорбил важного клиента. Прям оскорбил. Может, обидел, расстроил, но
здесь вот перевод оскорбил. Но здесь важно слово уволить. My boss fired me because I offended an important client. Вы уже знаете, что слово, что a fire это пожар, кстати, исчисляемое, а неисчисляемое fire это огонь, но to fire это уволить. Так что fire интересное слово вот в этом случае. Исчисляемое пожар, неисчисляемое огонь, а глагол уволить. My boss fired me. Fired, fired, fired. Два звука. Fired, fired, fired. Дальше. Облака образуются, когда воздух остывает. Clouds form when the air cools. To form. Давайте посмотрим, что еще может быть. Formed. Collocates и be formed. Существительные. И посмотрим. Например, the group. The group was formed. A committee was formed. A government was formed. Как вы видите, очень часто мы используем это слово, когда мы говорим про группы людей. Можно еще a team was formed. A company was formed. Так что, конечно, не только облака образуются. А вот следующее это интересное слово. Годы своего становления я провел в Испании. I spent my formative years in Spain. Formative years. Следующее, фразовый глагол. Я часто путаю эти слова. I often mix up these words. To mix up. Что еще мы можем mix up? Давайте посмотрим. Mix up. Это тоже будет collocates. Лучше будет, если мы делаем так. Тогда будет все формы глагола. Можно путать людей. I mix up those people. I mix up those things. I mix up those words. Вот путать. To mix up. Но есть еще вот это выражение batch, и это будет mix up a batch of dough. И это уже не путать, а просто смешать. Dough – это тесто. А batch – это определенное количество, так скажем. Следующее. Какого населения вашего города? Население, конечно, будет population. What is the population of your city? Population. Ударение на A, значит, мы чуть-чуть вот задерживаемся на L. Population. 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 Следующее. Мой сын ходит в начальную школу. Начальная школа – это в Англии будет primary school. My son goes to primary school. В Америке они говорят elementary. My son goes to elementary school. Американский вариант. В первую очередь, я заинтересован в улучшении своих языковых навыков. В первую очередь можно сказать primarily. I am primarily interested in improving my language skills. Вот
primarily interested. Что здесь еще можно с primarily? Primarily, adjective. I am primarily concerned about your safety. Вот это вот в первую очередь меня беспокоит вот ваша безопасность. I am primarily responsible for sales. В первую очередь я отвечаю за продажи. Our problems are primarily economic. Primarily. Дальше. Они доказали, что я ошибался. Доказали. They proved me wrong. Proved. Здесь важно произносить длинный «в». Proved. Proved. Вот это самое главное. Proved me wrong. Proved. Губы вперед. Proved. They proved me wrong. Но существительное доказательство – это proof. They don't have proof. А как эти слова вот отличаются в произношении? Prove перед звонким «в» у нас вот много «в». Хотя мы сильно не произносим в конце. Не prove. Prove. Вот этот «в» даже похоже на «ф». Но перед ним длинный «в». Prove. А когда мы говорим proof, очень короткий «в» и потом пауза. Proof. Так что это вроде один и тот же звук, но сильно отличается перед звонкими, перед глухими согласными. Prove и proof. И еще один фразовый глагол. Оказалось, что он лгал. It turned out that he was lying. Вот этот фразовый глагол можно употреблять часто. В принципе, всегда, когда вы говорите оказывается, что it turns out that, оказалось, что it turned out that. Так что попробуйте употреблять этот интересный фразовый глагол. Это еще 10 слов, так что можно паузу ставить, отдыхать, повторять все слова и потом смотреть дальше. У нас осталось еще 20 слов сегодня. Идем дальше. 381. Мы рекламируем наши продукты на YouTube. Рекламируем. We advertise our products on Facebook. Почему-то я говорил Facebook, не YouTube. YouTube. Advertise. Тоже можно сказать. We promote our products on YouTube. To advertise, to promote. Если мы тратим много денег на рекламу, we spend a lot of money on advertising. Ну, тоже можно. We spend a lot of money on ads. Не ants. Муравьи. Ads. On ads. Advertising, ads. Дальше. Раньше я пил пиво, но больше его не пью. Я не пью больше. I used to drink beer, but I do not drink it anymore. Anymore. Одно слово вроде. Anymore. I don't like it anymore. Мне больше не нравится. Или я больше его не люблю. I don't like it anymore. It doesn't work anymore. Вот раньше работал, уже не работает. Больше не работает. Anymore. Следующее. Я пойду с тобой куда угодно. I'll go anywhere with you.
Вы, наверное, знаете, что если это отрицание, мы хотим сказать, например, никуда, тогда мы говорим anywhere вместо nowhere. I didn't go anywhere yesterday. Я никуда не сходил вчера. Никуда. Но в положительных предложениях anywhere это будет угодно. Ну и в целом any это угодно. Что угодно это you can have anything you want. Выбирайте что угодно. I can beat anyone at chess. Я кого угодно могу победить. Так что anywhere, anything, anyone это все угодно. Дальше я забронировал билет на прямой рейс до Нью-Йорка. Прямой. I booked a direct flight to New York. Direct. A direct flight to New York. A direct flight. So, американцы вроде direct говорят, а мы говорим direct. Direct. Так что чуть-чуть вот произношение отличается. Британский direct мы произносим через «е». Direct, они говорят direct. Direct flight. Что еще бывает интересно? Direct. Кстати, можем посмотреть. Direct. A direct result. It was a direct result of your actions. Вроде здесь можно сказать прямой результат ваших действий. I gave you a direct instruction. Прямая инструкция. Now we have direct access to the oil field. Direct. Если он всегда говорит прямо, можно сказать he always speaks directly. Что еще можно делать directly? Directly можно... Можно, конечно, be direct. Можно go directly куда-то. Ну, например, we went home directly. Ну, нигде не остановились. Directly. Speak directly. He looked directly at me. Look directly. Так что, direct, directly. Еще есть, конечно, indirect. Она спросила меня об этом косвенным образом, непрямым. She asked me in an indirect way. Я вот быстро это произносил, и голосовой ввод текста все-таки не справился. She asked me in an indirect way. Уже получилось in an in. In an indirect. Все слитно. In an indirect. In an in. In an in. In an indirect way. In an indirect way. Слитно, потому что слова начинаются на гласные. Если полицейский регулировал движение, вот регулировщик, a policeman was directing the traffic. А если мы говорим про направление, тогда есть еще слово direction. Вы идете в неправильном направлении. You are going in the wrong direction. Но вот про это слово на русском вот значение направления достаточно широкое. Употребляется не только для вперед, назад, налево, направо, не знаю, на север, на юг. Вот для нас это direction, это только про движение куда-то. Если мы говорим про движение, тогда да, действительно можно использовать слово direction. Ну, не знаю, в школах
на русском можно говорить тоже про направление. Например, вот гуманитарное направление. Это уже не будет direction, потому что нет движения в школе. И да, есть вот цель, и поэтому, наверное, это направление, потому что, люди направлены, не знаю, направлены на какой-то факультет в университете. Поэтому это называется направление. Но на английском это не считается вот движение, и поэтому слово direction не употребляется. Для нас direction это только движение. Еще режиссер тоже будет director. Что они делают? They direct films. Режиссером фильма выступил Джеймс Кэмерон. The film was directed by James Cameron. Если она известный режиссер, she is a famous director. Много говорили про это слово. Давайте поговорим про следующий. У меня ужасно болит голова. Болит голова. I've got a terrible headache. И, конечно, headache – это самый часто используемый такое слово, но не единственный. Что еще может болеть? Давайте посмотрим. Мы можем еще говорить про... heartache. Это когда сердце болит. И обычно heartache мы говорим не в буквальном смысле, а когда вот что-то случилось с любовью. Что вот heartache, когда человек потерял свою любовь, например. Heartache. Что еще здесь есть? Есть, конечно, toothache. I've got toothache. Stomachache. Это про желудок. А вот есть что-то... еще и backache. А вот знаете, это странно. Потому что мы говорим I've got a headache. Но с остальными этими мы говорим I've got heartache. I've got toothache. I've got earache. I've got stomachache. Так что мы употребляем артикль только когда мы говорим про головную боль. А вот другая боль, это уже не а просто heartache, toothache, earache. Странно, но так и есть. Дальше. Это устройство измеряет влажность. Измеряет. This device measures humidity. It measures. Измеряет. Measures. Здесь вот надо держать measures. И здесь есть вот редко бывает на английском, что мы употребляем звук «ж». Ну вот в этом слове он есть. Measure. Это, наверное, самый редкий звук на английском. Звук «ж». Ну вот он есть. Measure. Measures. Вот. Measures humidity. Measures. Если мы говорим про измерения, эти измерения неверны. These measurements are wrong. Measurements. Ударение на ме, поэтому удлиняем м. Measurements. These measurements are wrong. Следующий. Мне все равно, куда мы пойдем. Уже у нас было, кстати, I don't care where we go. Мне все равно. Ну, можно сказать I don't care, и можно сказать I don't mind where we go. I don't care where we go, I don't mind where we go. I don't care, наверное, есть более отрицательный оттенок. Мне пофиг. I don't care. Мне все равно. Это с улыбкой. I don't mind, можно сказать с улыбкой. I don't care. Это вот есть вот эта раздраженность чуть-чуть. I don't care, I don't mind. I don't care, I don't mind. Мне все равно. Следующий. Не обязательно приходить завтра. Это очень важное слово, кстати. It's not necessary to come tomorrow. Не обязательно. It's not
necessary. Соответственно, если что-то обязательно, можно сказать it's necessary. It's necessary to wear a seatbelt when you are driving. It's necessary, it's required. И попробуйте вот длинный «н» сделать, «н-н-н», и короткий «э». Necessary. Necessary. It's not necessary. А если это не обязательно правда, можно сказать it's not necessarily true. Ну, not necessarily, часто говорим. Ну, не обязательно. Not necessarily. Зря вы так вот уверенно думаете или говорите. И вот какие еще можно ставить прилагательные после not necessarily? Еще можно it's not necessarily a bad idea. Ну, не факт. Еще можно. Не факт, что это плохая идея. This one's not necessarily better. Ну, не факт, что это лучше. Это может быть еще и хуже. Мы же не знаем точно. Not necessarily. Дальше. Мы снимаем квартиру. We are renting a flat. А вот странно, как мы употребляем это слово, потому что если у меня есть квартира, я могу сказать I decided to rent my flat. И так как это моя квартира, понятно, что я сдаю. Но я употребляю слово rent. Но если я говорю I'm renting my friend's flat, тогда, так как это не моя квартира, понятно, что я снимаю. Так что на самом деле только понятно из контекста, что мы имеем в виду, когда мы говорим rent. Потому что это может быть сдать, и это может быть снимать. Но часто мы еще добавляем слово out. Rent out my flat. Тогда всем понятно, про что мы говорим. Так что rent. Rent out. И следующее, это последнее слово в этой части урока. А не могли бы вы дать мне лист бумаги? Can you give me a sheet of paper? Sheet of paper. Есть люди, которые боятся это слово, потому что они не хотят произносить вот грубое слово. Не надо бояться здесь, если правильно произносить звук «щ», потому что, когда мы говорим sheet of paper, у нас «щ» очень похоже на «щ», мягкий «щ» на английском. Sheet of paper. Но когда мы говорим вот грубое слово, я могу говорить, кстати, про sheep и sheep. Когда мы говорим sheep, чтобы не произносить грубое слово, sheep это... Ой. Sheep. А когда мы говорим sheep, это скорее твердый ша. Sheep. 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 Так что вот сильно отличается именно ш. Так что, когда мы говорим лист бумаги, надо произносить длинный щ и супер мягкий sheet. Sheet of paper. Sheet of paper. Но shit. Вот это грубое слово. Sheet. Ш. Щи. Ш. Щи. Ш. Щи. Ш. Щи. Ш. Так что сильно вот отличается именно звук ш. И простыня это тоже sheet, мягкий щ. Нам нужно поселить простыню на кровать. We need to put a sheet on the bed. A sheet. A sheet. Все, это еще группа из 10 слов. Отдыхайте, повторяйте все слова и потом посмотрите последнюю группу слов. Дальше. Он плыл против течения.
против. He swam against the current. Вы, скорее всего, уже знаете это слово, если вы уже дошли до этого уровня. Почему-то вот он только появился сейчас. Against. Здесь вот интересно, часто мы растягиваем «н», но здесь «н» сокращенное перед глухим «с». Against. Against. Если я говорю опять again, у меня вот достаточно длинный, но against, короткий. Again, against. Следующий. Собака напала на меня. The dog attacked me. It attacked me. It attacked. Надо улыбаться. Attack. Это не attack. Attacked. И, кстати, мне кажется, что когда вы улыбаетесь, легче сделать вот хорошее придыхание, хороший Attacked me. И если я вот хочу еще ударение ставить на это слово, вот, attacked, я делаю еще больше придыхания. Attacked. Но достаточно, недостаточно, я бы даже сказал, очень короткие, потому что между двумя глухими звуками т и к. Attacked me. Следующее слово. Можете ли вы дать мне подсказку? На русском, конечно, вы будете говорить, дайте мне подсказку, а не этот, можете ли вы? Но дайте мне подсказку. Подсказка — это a clue. Can you give me a clue? A clue. Не забудьте, что в конце есть w. Clue. Два звука. Clue. Из-за того, что в конце предложения, несмотря на то, что это вопрос, мы опускаем голос. Clue. Can you give me a clue? Clue. Can you give me a clue? И, кстати, еще есть выражение I don't have a clue. Это значит понятия не имею. Понятия не имею. I don't have a clue. I don't have a clue. Sorry, I don't have a clue. Следующее. Я дал монету нищему. Монета — это a coin. I gave a coin to the beggar. Не coin, а coin. Смотрите, насколько вот все у меня открыто, когда я произношу coin. Coin. Надо начать вот в этом положении. Coin. A coin. I gave a coin to the beggar. Coin. Следующее. Мы находимся в невыгодном положении. We are at a disadvantage. На юге Англии, кстати, говорят disadvantage. Я говорю disadvantage. Disadvantage. Но можно еще говорить про advantages and disadvantages. А это плюсы и минусы. Так что, если я просто говорю disadvantage, это просто минус. А именно быть в невыгодном положении, это to be at a disadvantage. Устойчивое выражение. Следующее. Кондиционеры. Здесь у нас кондиционирование воздуха. Понятно, что на русском это называется кондиционер. Кондиционер особенно полезно в жарких странах. Air conditioning is especially useful in hot countries. It's especially useful. Особенно полезно. Давайте посмотрим, что еще. Какие еще прилагательные бывают после especially. Especially important.
This instruction is especially important. This is especially true for us. Как-то не получилось с голосовой вот текста. This is especially true for us at the moment. Не знаю, можно ли особенно правда говорить на русском, но вот especially true мы часто говорим, как вы видите. This wine is especially good. Especially. This tool is especially useful. Почему especially? Is especially useful. Есть еще слово specially без Ее инвалидное кресло было изготовлено специально для нее. И в этом случае мы говорим specially. Her wheelchair was specially made for her. Но это важно про слово специально, потому что, да, в этом контексте специально это и есть specially. Но, если я хочу сказать, например, ты специально испортил мой день. Ты это сделал специально. Это не будет specially. Это будет deliberately. You ruined my day deliberately. You ruined my day on purpose. Вот это специально, в смысле не случайно. Вот специально. Но в случае про инвалидное кресло можно сказать specially. То есть надо быть осторожным с этим словом. Следующий. Она выглядит знакомой. Что-то знакомое. She looks familiar. Надо остановиться на ма. Familiar. Familiar. She looks familiar. 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 Что бывает familiar? Ой, не familiar. J, а familiar. Familiar face. She's got a familiar face. Знакомое лицо. It's nice to hear a familiar voice. Приятно услышать знакомый голос. That's a familiar story. Это знакомая история. It's a familiar story. И часто мы говорим that sounds familiar. Вот. Знакомо. Дальше. Новый год. Самый важный праздник в Китае. New Year is the most important festival in China. Но здесь вот важно. Далеко не все праздники можно назвать festivals. Festivals — это именно народные праздники или церковные праздники. Вот это festivals. Ну вот мой день рождения — это, конечно, не a festival. Вот это странно. Я бы тоже сказал, что, например, это 1 мая. Это тоже уже не очень народный праздник. Хотя вот в Англии раньше это был народный праздник, и тогда можно было назвать этот May Day a festival. Ну, теперь уже не очень народный. Я бы не назвал это a festival. Для меня вот Easter, Пасха, Christmas, Рождество — это festivals. И вот праздничное настроение. I'm in a festive mood. Но это, на самом деле, мы используем только перед Рождеством. Вот это слово. Вот festive mood значит настроение рождественское. Ну, можно сказать, новогоднее, если для вас Новый год вот более важный праздник. Дальше. Вы не могли бы... Ну, вот это не могли бы вы. Помогите мне поднять матрас, пожалуйста.
Can you help me to lift the mattress? Конечно, вы знаете слово lift, что вот лифт в здании. Я поднялся в лифте. Откуда это слово? Lift, потому что it lifts people, поднимает людей. To lift. Л, очень короткий перед глухим ф. Lift, 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 lift the mattress. Подняйте. И есть еще выражение to give someone a lift. Она подвезла меня до станции. She gave me a lift to the station. И если она подвезла меня до станции, я могу сказать Thanks for the lift. Thanks. Следующий и последний, кстати, но будет много предложений здесь. Я чувствовал, что вот-вот что-то произойдет. Вот-вот. Но здесь у нас я чувствовал. I could sense that something was going to happen. I could sense it. I could sense it. Чувствовал. А здесь почему не сказать I could feel? Ну, можно сказать feel, но как sense? I could sense it, или I could feel it. Это более вот физическое чувство. I could sense it. Это вроде что-то не совсем физическое, но все-таки я это чувствую. Это можно даже сказать, что это типа a sixth sense. У нас же 5 чувств, а вот это 6-й. A sixth sense. I can sense it. I could sense it. Но в целом sense это и есть вот наши органы чувств. Когда у меня был ковид, я потерял обоняние. When I had COVID, I lost my sense of smell. И чувство юмора это тоже будет sense. She has a great sense of humor. Отличное чувство юмора. И, конечно, sense of. Здесь, наверное, будет все обаяние. Не только. Здесь есть sense of smell, sense of humor. Но еще есть a sense of community. Вот чувство, что мы вот одно сообщество. A sense of urgency. Вот чувство, что это срочно. Where's your sense of urgency? Вы не понимаете, что это срочно. Sense of urgency. It gave me a sense of purpose. Я вот чувствовал, что у меня есть вот какая-то цель, причина жить, причина вот это все делать. A sense of purpose. Sense. Длинный sense. Так что sense это часто про чувство. Это устройство очень чувствительно. This device is very sensitive. И, кстати, про человека тоже можно сказать She is a sensitive child. И если она sensitive, значит она все чувствует. Очень эмоциональный ребенок. Вот может плакать, вот может обижаться. Часто вот в этом, в таких случаях мы говорим sensitive. И еще есть слово sensation. Я почувствовал странное ощущение в груди. Вот ощущение, a sensation. I felt a strange sensation in my chest. A strange sensation. Ощущение. Но это не единственное значение sense, потому что есть еще вот sense в смысле разум, здравый смысл. Она использовала свой здравый смысл. She used her common sense. И если ваша история не имеет смысла, ну что вы говорите, это не имеет смысла. Your story doesn't make sense.
И есть еще прилагательное sensible. Они выбрали самый разумный вариант. They chose the most sensible option. И вот этот sensible, именно вот этого второго значения sense про здравый смысл. Кстати, sensible вроде антоним слова crazy. Sensible, crazy. Я помню, вот мой брат, он часто мне говорил, Ben, you're so sensible. Don't be so sensible. Потому что он бы хотел, чтобы я не все по правилам, не все правильно сделал, а что-то более, интересно. Более рискованно, может быть. Больше авось. Так что sensible, вот значение make sense, common sense, которые про ум. Так что sense это может быть про чувство и может быть еще про ум. И надо понять из контекста, про что мы говорим. Все, это уже 400 слов, это уже половина курса. Молодцы, вы дошли уже до половины. Я надеюсь, что вам этот урок понравился. И скоро вы можете смотреть следующий.